После затяжных дождей я снова отправился в свою новую землянку, чтобы продолжать строительство. Все лесные дороги залило дождем, и мой путь до землянки значительно увеличился. Но я не унываю и не боюсь трудностей, которые мне предстоят. Главное, чтобы хватило физических сил. Но и на это у меня есть решение. Небольшой привал, отдых, шоколадка с орехами, и я снова полон сил, чтобы продолжать путь до землянки. Надеюсь, вам видео понравится. Приятного просмотра. Ну что, вот и добрался. Первая заброска вещей. И мне еще предстоит вторая. Сейчас я раскидаю рюкзак, полностью его освобожу и отправлюсь за второй партией стройматериалов. Фу, тут сухо так на самом деле, просторно, потолки высокие. На самом деле, да, на улице просто после дождей очень влажно, духота стоит. А здесь прям вот реально сухо, такой прям сухой воздух, легкая прохлада. Ну, соответственно, здесь везде прям вот сухой песок. Да, приятно тут быть. Ладно, сейчас буду раскладывать вещи и отправлюсь в вторую ходку, так сказать, за вещами. Фух, тут и водичка холодненькая есть. Я оставлял в прошлый раз. Сейчас как раз попью с дороги. Ну все, я отправляюсь обратно с пустым рюкзаком. На самом деле довольно странное чувство. С пустым рюкзаком я не припомню, чтобы по лесу ходил когда-либо. Сижу вот пока что в таком бардаке, готовлю себе обед. Я уже в итоге находил сегодня, так, получается 12 километров туда-обратно и еще раз сюда. В общем, приличное расстояние, надо все-таки подкрепиться, набраться сил и уже приступать дальше к работе. Ну что ж, после небольшого отдыха наконец-то можно приступить к работе. А первое, что я сделаю, это, наверное, начну выводить вентиляцию, выводную трубу именно на дальней стенке. Я еще также вот это отверстие для окна хочу заделать. На самом деле я передумал делать окна. Точнее делать вот это окно. Блин, еще какой-то зверь. Да, сегодня какой-то день гигантских насекомых. То огромные тараканы черные, то вот какой-то непонятный, просто гигантских размеров комар. Ну, очень похож на комара.
Ну что, дальше у меня по плану сделать нормальный вход. Ну ладно, сейчас опять предстоит тяжелая работа. Копать всю этот песок, этот грунт. Корней тут еще много. Ну ладно, пора приступать. Объемы вроде бы небольшие, но на самом деле копается очень долго. Но знаете, силы сегодня есть. Не знаю, откуда они сегодня берутся, но пока что с этим проблем нет. Нужно мне еще выкопать тут 2 ступени, получается. Ну и, собственно, все. Ну и на самом деле погода замечательная. 20 градусов на улице — это прям идеальные условия для того, чтобы работать, строить землянку. Комаров до сих пор нету. Это прям удивительно на самом деле. Там пару штук летало буквально, но пока что вот больше ничего. И пришла смс-ка, что в некоторых районах области обещают грозу, конечно же. Грозу, дождь. Ну, на самом деле, облаков-то вроде особо не видно отсюда, но у меня тут все скрыто деревьями. Недаром моя землянка называется «Скрытая в листве». Ну, посмотрим, как дождь начнется, конечно, придется, наверное, остановить работу на сегодня. Ну, а пока пойду еще дальше лопатой махать. Ну вот он, пожалуйста, дождик. Только я 5 минут о нем заговорил, 5 минут назад, и, соответственно, пошло. Ну там туча вроде небольшая, такое облако. Только на самом деле нагадит мне, потому что придется мне тормозить работу свою. Ну, дождь буквально закончился через 2-3 минуты, а я тут начал вот изобретать велосипед. Думал, как ступени сделать. В итоге у меня будет практически та же самая система, что и в моей первой землянке. Это проще, удобнее, я думаю, что лучше всего такую использовать. Первая ступень у меня будет полностью над крышей, ну а вторая уже, соответственно, будет... Хотя, знаете, продолжить можно чуть-чуть крышу. Вторая ступень будет тоже прикрыта.
Ну что, сделал я вот только одну сторону. На самом деле не очень-то и много, но прям сил уже не осталось. Ну, видимо, сказывается то, что сегодня шел с большим грузом, большое расстояние. Но на самом деле у меня завтра целый день, и мне, в принципе-то, спешить особо некуда. Завтра спокойно уже с утра начну. Может быть, даже проснусь пораньше, чтобы больше времени было, чтобы продолжить. Ну и я вот закрыл все, чтобы комары внутрь не летели. Потому что начали немножко комары появляться. И думаю, их туда внутрь потянет. Все, пойду на речку. Сейчас помоюсь, потому что я весь в грязи. Может быть, лицо даже, я не знаю. Ну а дальше посмотрим. Может быть, что-то еще сделаю. Или, может быть, уже просто уже начну готовить еду. Обалдеть, вот это лежак. Трехметровый, широкий, с толстых прям таких бревен. И у меня на самом деле таких никогда не было в своих строениях. Фу, прям смотрится реально мощно. Ну и на самом деле лежак у меня здесь и будет. И он даже будет еще шире. То есть вот до этого уровня, до этого бревна. А вот тут стенка будет полностью зашита. Ну и тут такая, знаете, будет типа спальной зоны. Кстати, здесь достаточно высоко. И на самом деле можно сделать второй ярус. Единственное, что зимой будет спать очень неудобно, некомфортно. Тут одна будет температура, а сверху совсем другая. Все-таки землянка есть землянка. Как-то равномерно это помещение вообще не отопишь. Так, ну что, надо испробовать, наверное. О, балдеж. Идеальная длина. Получается, тут чуть больше 2 метров. Вот до этой стенки будет. И для меня это самое то. То есть прекрасный размер лежака. 2,10 где-то здесь будет. Блин, даже вставать неохота.
Ну что, вывел я печную трубу вот таким образом. Обвернул негорючей тканью. На самом деле я ее кочегарить сильно не буду. Буду контролировать, то есть аккуратное медленное горение, чтобы тент не подплавился. Буду следить, постоянно наблюдать и без присмотра печь не оставлю. И, естественно, она у меня ночью не будет гореть, когда я сплю. Так, вечерком погрею помещение, попробую, по крайней мере. Ну а дальше посмотрим. Ну, вроде горит, но единственное, что очень сильно дым оттуда тянет. Надо ее как-то, не знаю, выровнять, что ли. Ну ладно, пусть это догорит уже партия. В следующий раз я как-то поровнее печку поставлю. Все, вышел я из ситуации вот таким образом. Я разрезал этот брезент. Он у меня как раз сшитый был кусками, я его покупал. И на самом деле он не горючий, ну, должен быть. И я там все обернул, трубу обернул, так более-менее заизолировал. И, в общем-то, ничего загореться теперь не должно. Фух, внутри уже жарко становится. Ну, смотрите, то есть сами видите, какие тут у меня щели получились. Я тут пару бревен прибил, не опустив их полностью до конца. Но я сейчас вот именно спальное место закрою оставшимся льном. Ну а так, передняя стена это чисто символически, то есть заткнул, чтобы щелей не было, таких крупных прям. Там на самом деле, может быть, даже запенить придется. Уж очень там большие щели. Внутри уже очень жарко. Наверное, пора приступать к готовке ужина, потому что на улице 9 вечера. Хоть еще и немного светло, но сейчас темнеет буквально через час. И, может быть, пораньше встану завтра. Поэтому постараюсь пораньше лечь. Ну, куда же без ужина? Так, где мои продукты? Ну, знаете, а запариваться на самом деле по поводу еды я сегодня не буду. И элементарно сделаю курицу в фольге. Да, представляете, все забыл. И лук, и специи.
Ой, придется мне есть просто курицу в соевом соусе, запеченную. Ну а что поделать? Забыл. Оставлю так немножко замариноваться. Минут, может быть, на 30. А потом закину в печку. Тоже 30 минут, и все будет готово. И, собственно, мой ужин будет уже через час. Вот и все на сегодня. Ужин готов. Свечка зажжена, как обычно. Ну и сейчас буду наконец-то ужинать. Тут еще чай у меня горячий. Печка вовсю прям горит. Здесь тепло на самом деле. Ну быстро очень выходит тепло, потому что вот буквально она вот тухнет чуть-чуть и все, и сразу здесь холодно. На улице, кстати, гораздо холоднее, чем здесь. Там минус... Какой минус? Плюс 9, конечно же, будет. Знаете, чего не хватает? Какого-то удобного кресла, чтобы можно было откинуться, посидеть спокойно. Ну ладно, думаю, что уже надо спать ложиться. Время уже 11. Вставать мне, наверное, часов в 6, наверное, или даже в 7. Посмотрим, как будет спаться. Надеюсь, что хорошо. В качестве подушки у меня будет куртка. Ну что, всем пока. Увидимся с вами утром. Надеюсь, что ночь будет нормально. Так-то, в принципе, тепло. Но, возможно, ночью будет попрохладней. Кто-то разбудил меня. Там шум такой, ветки трещали. Надо, пожалуй, бросить петарду хотя бы одну.
Всем доброе утро, друзья. Не сказать, чтобы прям хорошо спалось. На самом деле уже отвык спать на бревнах. Хочется сюда быстрее сделать плоский лежак, купить такой же матрас, как у меня в той землянке. И тогда сон будет просто отличный. Ну а также кто-то ночью приходил. Я бросал петарду. Там прям в кустах, на той стороне, ветки трещали. Ну, как всегда, наверное, лось, по-любому. Ну и все. И под утро, по-моему, еще лиса кричала, если я не ошибаюсь по звуку. Был такой очень странный какой-то крик, какой-то полукрик, даже полулай, что-то такое. Глаза закрываются на самом деле. Надеюсь, кофе поможет. Ну что, процесс идет. У меня на самом деле тента больше нет, чтобы вот эту переднюю часть еще закрыть. Я пока что бревна положу, просто чтобы у меня тут ничего не обвалилось. А потом уже подложу тент в следующий раз. Так, знаете, какие-то пчеломухи вот эти непонятные, они жужжат, постоянно лезут в камеру. Откуда их тут так много, я просто не представляю. В чем их, в чем суть их вот этих действий, когда они лезут просто в камеру. И я не понимаю, например. Ну, а также еще комары появились. Ну, конечно, они в процессе работы они особо не мешают, потому что ты постоянно двигаешься. В общем, вот так выглядит крыльцо. Сейчас покажу. Ну и в процессе работы, смотрите, сколько мусора здесь. Надеюсь, скоро строительные работы завершатся, и я тут наконец-то приберусь.
Смотрите, кучка земли. Я тут посадил картошку. У меня одна картошина была лишняя. И я решил посадить весной, точнее осенью получается. Если какие-нибудь кабаны не сожрут, то буду есть молодую картошку, выращенную в лесу. Ну, если она взойдет. Ну что, все, сейчас пойдет настоящая засыпка. Я накину еще один тент под этот синий, под основной. Ну и все, пора махать лопатой на протяжении нескольких часов, наверное. Так что пару кадров поснимаю. Ну а дальше уже чисто лопатой кидать. Сижу вот, отдыхаю после тяжелого обеда. 20 минут мне еще надо переварить пищу. Так что, на самом деле, я уже довольно много закидал песка на крышу. Наверное, на этом видео заканчивается. Памяти у меня на телефоне почти не осталось. За кадром все соберу. Рюкзак, покидаю еще немного песка на крышу. На самом деле, я сзади уже полностью все засыпал. Там даже всю кучу, в общем, закидал на крышу. Ну и довольно неплохо вот с одной стороны. Еще останется с этой закинуть. И может быть даже сегодня все закидаю, если будут силы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставьте какой-нибудь комментарий. Подпишитесь на канал, если хотите. Ну а также можете заглянуть в телеграм-канал. Ссылки вот в описании. Ну и до новых встреч в лесу.